Привет! Финал турнира 5 городов обернулся настоящим потрясением. Хань Ли перестал сдерживаться и активировал 180 акупунктурных точек, буквально размазав фэн-учения по арене и заставив лордов содрогнуться от такой запредельной мощи. Пока Гу Тяньсюнь праздновала победу благодаря уникальному внешнему артефакту, над миром глубинного города прозвучал бой барабана небесной мощи. Армия города-марионеток под предводительством Ша Синь уже стоит у ворот, превращая спортивное состязание в полномасштабную осаду. Лорды замерли в патовой ситуации, стягивая все ресурсы к защитным пагодам и арбалетам, но для Хань Ли эта война — лишь идеальная дымовая завеса. В то время как правители решают судьбы тысяч людей, он готовится использовать хаос, чтобы незаметно проникнуть во вражеский тыл и, наконец, найти след фиолетовой духовной феи. А теперь слушаем дальше. Глава 916. Ложная тревога. Почти полдня пролетело незаметно, и начало темнеть. Марионетная армия продолжала воздерживаться от наступления, но и не отступала, оставаясь на расстоянии, словно неизменный ориентир на горизонте. Стоя на городской стене, человек в черной мантии недовольно спросил, что, черт возьми, задумали эти ублюдки. Они что-то замышляют. Остальные люди, собравшиеся вокруг Экуая, были в таком же недоумении, и все они строили догадки о намерениях города-марионетки. Что касается самого Экуая, то он стоял молча, задумчиво глядя перед собой. Несмотря на многочисленные предположения, единого мнения так и не было достигнуто, и мужчина в черной мантии с нерешительным выражением лица обратился к Экуаю: «Лорд города может нам. Пока враг не двигается, мы тоже ничего не будем делать. Не нужно совершать необдуманных поступков. Следите за тем, чтобы не было внезапных атак, и отправьте разведчиков, чтобы выяснить, сколько именно людей прислал марионеточный город», — приказал Экуай. Люди вокруг Экуая быстро разошлись, чтобы выполнить его приказ, и вскоре остался только мужчина в черной мантии. «Лорд города почему мы не призвали жителей 4 городов выступить против врага единым фронтом? Их, может, и немного, но все они лучшие из лучших в своих городах, так что с ними все равно нужно считаться», — сказал человек в черной мантии. «На данный момент ситуация все еще не ясна, поэтому я пока не буду их вызывать», — ответил Экуай, покачав головой. Услышав это, мужчина в черной мантии недоуменно посмотрел на него, но больше ничего не сказал. «Мне нужно кое-что уладить, так что я оставляю все на твое усмотрение, Ша-Ин. Если армия города-марионеток предпримет какие-либо враждебные действия, поступай так, как считаешь нужным, и не нужно со мной советоваться», — сказал Экуай. Услышав это, Ша-Ин слегка растерялся, но прежде чем он успел задать хоть один вопрос, Экуай уже исчез. С наступлением ночи противостояние между двумя городами продолжилось, но ни одна из сторон не атаковала. Мягкий лунный свет окутывал весь пейзаж холодным белым сиянием. В этот момент на невысоком холме в сотнях километров от глубинного города стояла женщина в белом платье и, напевая себе под нос, смотрела в небо. Черты лица женщины были скрыты под черной вуалью, но у нее была невероятно соблазнительная фигура, которая в то же время излучала детскую чистоту и невинность. Это было очень странное сочетание качеств, которое обладало уникальной притягательностью для окружающих. В этот самый момент Экуай внезапно появился в сотне футов от женщины и холодно произнес: «Я вижу, что ты добилась больших успехов в соблазнении совершенной девы, собрат Даос Ша Синь. Тем не менее, с твоей стороны было довольно смело покинуть свою армию и прийти сюда, так близко к моему глубинному городу. Если ты хочешь напасть на меня, то давай, Даосе», — лениво произнесла Ша Синь, медленно поворачиваясь к Экуаю. В то же время атмосфера чистоты и невинности вокруг нее внезапно рассеялась, и из ее тела хлынула волна безграничного соблазна, от которой даже окружающий пейзаж стал казаться более нежным и манящим. Увидев это, Экуай холодно хмыкнул, но не стал нападать. «Я знала, что ты не станешь нападать на такую хрупкую женщину, как я, без повода, брат Даосе», — хихикнула Ша Синь. «Хватит болтать. Зачем ты пригласила меня сюда по голосовой связи? Если ты хочешь развязать новую войну между нашими городами, то я с радостью соглашусь», — заявил Экуай холодным тоном, казалось бы, совершенно не поддавшись соблазну Ша Синь. «Я не собираюсь развязывать войну между нашими городами, брат Даосье. Я пришла сюда, чтобы обсудить с вами несколько важных вопросов», — сказала Ша Синь с едва заметной улыбкой. Пока она говорила, ее аура снова резко изменилась, и все ее соблазнительные качества померкли, а изысканное тело мгновенно утратило свою привлекательность.
Казалось, что она внезапно превратилась в совершенно обычную и ничем не примечательную женщину. «Что ты хочешь со мной обсудить?» — спросил Экуай. «Я бы хотел предложить вам совместное предприятие». С улыбкой ответила Шасинь. «Если тебе есть что сказать, то говори». Холодно фыркнул Экуай. «Не нужно притворяться дурачком, Даосье. Даже спустя столько лет мы не перестаем думать об этом месте, и мой марионеточный город уже нашел вход в него. Надеюсь, ты не собирался оставить это место себе». Холодно сказала Шасинь. Услышав это, Экуай слегка напрягся и начал пристально смотреть на Шасинь враждебным взглядом. «Не нужно так на меня смотреть, собрат Даосе. Я не находила этот вход с помощью каких-то коварных или закулисных уловок. Вместо этого наш марионеточный город нашел вход честным путем, проведя тщательное исследование», заявила Шасинь с чувством собственного достоинства. «Я уверен, что это правда», неохотно проворчал Экуай. «Как я мог планировать оставить это место себе? Если ты нашла вход, то, я уверен, ты уже в курсе, что там внутри. Учитывая, насколько там опасно, я не собираюсь в ближайшее время туда соваться. Ты что, принимаешь меня за дуру, собрат Даосе? Может, я и недавно обнаружила вход, но даже я чувствовала, что многие природные опасности внутри со временем становятся все менее и менее опасными. Я полагаю, что сила этих природных опасностей циклически меняется, и сейчас они наиболее слабы. Кроме того, я слышал, что вы предлагаете очень щедрые награды за участие в этом выпуске 5 городских боевых состязаний. Не для того ли вы это делаете, чтобы выбрать людей для участия во входе в то место?» — спросила Шасинь с соблазнительной улыбкой. Экуай ничего не ответил, но его лицо помрачнело еще больше. Несмотря на то, что сила природных опасностей внутри ослабевает, они все еще слишком могущественны, чтобы наши города могли противостоять им в одиночку. Единственный шанс для нас попасть в это место — объединить усилия наших городов, и именно поэтому я проделала весь этот путь, чтобы обсудить с вами этот вопрос. Я надеюсь, что вы сможете принять правильное решение, брат Даосе, продолжила Шасинь. «А что, если я не соглашусь?» — спросил Экуай. «В таком случае у меня не будет другого выбора, кроме как начать атаку на глубинный город, и я буду продолжать атаковать до тех пор, пока природные опасности не восстановят свою силу, так что никто из нас не сможет войти в город», — ответил Шасинь с легкой улыбкой. Услышав это, Экуай холодно взглянул на нее, и из его тела вырвалась ужасающая аура, заставившая все пространство в радиусе десятков километров содрогнуться. Однако Шасинь продолжала стоять на месте, спокойная и собранная, в то время как аура Экуая автоматически рассеялась вокруг нее, не причинив ей никакого вреда. Экуай глубоко вздохнул, и его аура отступила, как приливная волна. После недолгого молчания он спросил: «Какой тип сотрудничества вы предлагаете, брат Даосша?» Услышав это, Шасинь довольно улыбнулась. Ночь пролетела незаметно, и, ко всеобщему удивлению, на следующее утро армия города-марионетки начала отступать. Вскоре армия города-марионетки бесследно исчезла, и глубокий город был освобожден от режима самоизоляции. Таким образом, серьезного кризиса удалось избежать, и все жители глубокого города испытали одновременно замешательство и облегчение. В конце концов, все хотели по возможности избежать войны между двумя городами. Несколько дней спустя. Хань Ли сидел в своей комнате, скрестив ноги, и использовал небесное зловещее искусство чистилища, чтобы очистить ядро зверя уровня Ей. Ядро зверя уровня содержало огромное количество звездной силы, и, несмотря на то, что он уже много дней очищал его с помощью небесной бутылки, он все еще не смог полностью его поглотить. На его теле появилась новая глубокая акупунктурная, которая начала раскрываться, но до полного раскрытия ей было еще далеко. Хань Ли открыл глаза, подошел к окну и посмотрел на особняк городского главы снаружи. С момента кризиса в глубоком городе прошло уже несколько дней, и с тех пор, как армия марионеточного города отступила, ее никто не видел. Тем не менее, Экуай не выказывал намерения продолжать боевое собрание 5 городов, и культиваторы из 4 вспомогательных городов продолжали оставаться в своих дворах. Однако сегодня рано утром Экуай созвал 4 городских лордов на встречу. В этот момент снаружи послышались шаги, и Хань Ли, открыв дверь, увидел слугу из города Зеленого Козла. Слуга был весьма удивлен, когда дверь внезапно распахнулась перед ним. Он почтительно поклонился и сказал: «Старший Ли, господин Чэнь хотел бы вас видеть». Хань Ли кивнул в ответ, еще раз взглянул в сторону поместья городского главы и направился к резиденции Чэнь Яна. Вскоре после этого он прибыл в резиденцию Чэнь Яна и обнаружил, что двери плотно закрыты. Хань Ли уже собирался постучать в дверь, как вдруг она распахнулась сама, и изнутри донесся голос Чэнь Яна. «Входите, брат Даосли». Хань Ли вошел в комнату, и дверь за его спиной закрылась.
Затем на поверхности двери появился слой белого света, полностью изолировавший комнату от внешнего мира. В этот момент Гоу Цинсюнь и Сюань Юаньсин тоже были в комнате с Чэнь Яном, а Дао Се молча стоял позади него, как обычно, с бесстрастным выражением лица. Хань Ли был весьма удивлен, увидев это. Он думал, что Чэнь Ян вызовет всех для обсуждения текущей ситуации в глубинном городе, но, очевидно, все было не так. Глава 917. Великие руины. «Присаживайтесь, брат Даосли», — сказал Чэнь Ян Хань Ли с воодушевлением в глазах. Хань Ли взглянул на взволнованное лицо Чэнь Яна и сел рядом с Гоу Цинсюнем. «Я пригласил вас троих сегодня, потому что у меня есть возможность сделать вам щедрое предложение», — заявил Чэнь Ян, и троица Хань Ли была ошеломлена его словами. Короче говоря, в глубине пространственной области Скальптии появилась секретная зона, наполненная бесчисленными драгоценными сокровищами. Это чрезвычайно редкая возможность, и городской лорд Экуай решил завершить военный сбор 5 городов и отправить 16 лучших культиваторов в эту секретную зону. Продолжил Чэнь Ян с улыбкой. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился. Как эта предполагаемая секретная зона вдруг появилась из ниоткуда? Однако Гоу Цинсюнь и Сюань Юаньсин были очень рады это услышать, и последний спросил: «Это правда, господин Чэнь?» «Настолько правдиво, насколько это вообще возможно», — ответил Чэнь Ян с улыбкой. «Не могли бы вы рассказать подробнее, господин Чэнь?» — спросил Хань Ли. «Вы совсем недавно прибыли в пространственную область Скальптии, поэтому, возможно, не очень хорошо знакомы с этим местом, брат Даосли. Пространственная область Скальптии — чрезвычайно загадочное место, и хотя наш глубокий город существует уже бесчисленное количество лет, нам еще предстоит раскрыть все его тайны. В глубинах пространственной области Скальптия таится множество секретов, а также бесчисленное множество драгоценных природных сокровищ. Все самые ценные ресурсы в нашем глубинном городе, включая призы для этого боевого собрания 5 городов, такие как небесный кристалл Целиня и кровавое облако сернистого пламени, добываются в глубинах области. Это действительно звучит как прекрасная возможность, но я полагаю, что место, в котором хранится столько ценных природных богатств, должно быть и очень опасным, верно?» — спросил Хань Ли. «Конечно. Эти секретные зоны полны всевозможных неизвестных опасностей. Однако риск и награда всегда идут рука об руку, так что хорошенько подумай об этом, и если ты не хочешь идти, я тебя не заставлю», — ответил Чэнь Ян. Услышав это, троица Хань Ли замолчала, а Чэнь Ян не стал торопить их, а просто молча ждал, пока они взвесят все за и против. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он краем глаза взглянул на Даоса Се. Даос Се неподвижно стоял на месте с бесстрастным выражением лица, но один из его пальцев едва заметно шевельнулся. При виде этого сердце Хань Ли слегка дрогнуло, и он вдруг сказал: «Господин Чэнь, я хочу вас кое о чем спросить, связано ли недавнее происшествие с армией города Марионетки с этим секретным местом?» Люди из города Марионеток действительно пришли за секретной зоной, и они тоже отправят туда своих культиваторов, — ответил Чэнь Ян. Услышав это, Гоу Цинсюнь и Сюань Юаньсин слегка обеспокоились. Глубинный город и марионеточный город были заклятыми врагами, поэтому, если бы культиваторы из этих двух городов столкнулись в секретной зоне, наверняка вспыхнул бы конфликт, что сделало бы секретную зону еще более опасным местом. После недолгого раздумья Хань Ли заявил: «Я бы хотел пойти и взглянуть на эту секретную зону». Чэнь Ян был в восторге от этих слов и ответил: «Отлично. Что скажете, брат Даос Гоу, брат Даос Сюань Юань?» Нерешительное выражение на лице Сюань Юаньсина исчезло, он кивнул и ответил: «Это слишком заманчивая возможность, чтобы я мог ею не воспользоваться». Поскольку и Хань Ли, и Сюань Юаньсин согласились пойти, сомнения Гоу Цинсюнь, похоже, развеялись, и она с улыбкой заявила: «В таком случае я тоже хотела бы пойти». «Хорошо, раз вы все трое согласились приехать, наш город Зеленой Козы не уступит ни одному из других дочерних городов по общей мощи. Можете идти отдыхать. Дата отъезда еще не определена, так что я буду держать вас в курсе», — сказал Чэнь Ян с улыбкой. Трое спутников Хань Ли кивнули в ответ и уже собирались уходить, когда Чэнь Ян внезапно продолжил: «Кстати, это все еще конфиденциальная информация, так что никому не рассказывайте». Троица Хань Ли тут же хором ответила утвердительно, после чего они втроем ушли. После их отъезда Чэнь Ян тоже покинул свой дом и отправился в поместье городского лорда. Однажды утром, примерно через полмесяца. В этот момент около 20 человек собрались на площади из белого камня в поместье городского лорда и разделились на 5 групп. В группе, которая находилась дальше всех слева, было больше всего людей, 5 человек, и возглавляли ее никто иные, как Чжу Цзюань и Чжу Цзыцин. «Цзыцин, ты с самого начала не прошла в 16 лучших, так что послушай меня и оставайся в глубинном городе ради собственной безопасности»,
— сказал Джу Цзюань, нахмурив брови. «Мне все равно. Куда ты, туда и я. Кроме того, городской глава уже согласился отпустить меня, так что неважно, что ты говоришь», — ответил Джу Цзэцин с улыбкой. Джу Цзюань всегда беспрекословно слушался Экуая, поэтому, услышав это, он мог только обреченно вздохнуть. Справа от них находилась группа из 3 культиваторов из города Белой Скалы во главе с Фан Чаном. Казалось, что победа Гоу Цинсюня никак на него не повлияла, и в этот момент он с радостной улыбкой на лице отрывал куски мяса от толстой и жирной кости зверя. Напротив, группа культиваторов из глубинного конца была в гораздо худшем расположении духа. Их лидер, Фэн Учень, стоял молча с мрачным выражением лица и отказывался с кем-либо разговаривать, лишь изредка бросая взгляды на культиваторов из города Зеленого Козла, стоявших справа от них. После полумесяца восстановления он в основном оправился от ранений, а еще у него выросла новая рука, забинтованная так же, как у Дуань Туна. Рядом с ними расположилось трио из Зеленого Козла, а трио из Избыточного прохода находилось дальше всего справа. Тот факт, что поместье городского лорда собрало нас всех здесь, указывает на то, что мы, скорее всего, отправимся в путь сегодня, но я до сих пор не знаю точно, куда мы направляемся. «Получили ли вы какую-нибудь информацию, брат Даосгоу?» — спросил Ханьли. Преждевременное завершение 5 городских боевых состязаний уже само по себе очень странное событие, а временный союз между глубинным городом и городом марионеток еще более странное. Оба города хранят молчание по этому поводу, так что я тоже не получила никакой информации. Ответила Гоу Цинсюнь, слегка нахмурив брови. Глубинный город и марионеточный город были заклятыми врагами на протяжении бесчисленных лет, поэтому было практически невозможно представить, что они объединятся ради общего дела. Тот факт, что 2 города готовы забыть о разногласиях и объединить усилия, скорее всего, означает, что мы действительно направляемся в очень опасное место. Обеспокоенно размышлял Сюань Юаньсин. «Разве городской глава Чэнь не сказал, что ты можешь отказаться, если не хочешь идти?» — съязвила Гоу Цинсюнь с веселой улыбкой. Да, но он также ясно дал понять, что это, возможно, одна из самых больших возможностей, которые когда-либо возникали в истории пространственной области Скальптия, так как же я мог упустить ее? Я бы не испытывал такого противоречивого чувства, если бы потенциальная награда не была такой заманчива. Вздохнул Сюань Юаньсин с кривой улыбкой. Хань Ли на самом деле было все равно. Вместо этого его гораздо больше интересовало, как избавиться от черной скорбящей сороконожки в своем теле, а также как узнать больше о Ши Чуанькуне и фиолетовой духовной фее. Поскольку Пятигородское боевое собрание завершилось раньше срока, он не смог выполнить свое обещание, данное госпоже Люхуа. А когда он покинет глубокий город, ему будет очень сложно раздобыть дополнительную информацию о Ши Чуанькуне. Как раз в тот момент, когда эти мысли пронеслись у него в голове, на площади послышались шаги, возвещавшие о прибытии группы из примерно дюжины человек во главе с никем иным, как Экуаем. Позади него стояли госпожа Люхуа и остальные 4 городских правителя, а еще дальше еще 5 или 6 человек, среди которых Хань Ли больше всего выделяли Дао Се и мужчина в черной мантии, стоявшие позади Чэнь Яна и госпожи Люхуа соответственно. Когда он окинул взглядом остальных 4, его внимание привлек еще один человек. Рядом с мужчиной в черной мантии стояла фигура. Нижняя половина его лица была скрыта черной тканью, а все тело было облачено в костяные доспехи, открытыми оставались только его фиолетовые глаза. Вдобавок ко всему у него были очень характерные вьющиеся серебристые волосы, и по этим 2 признакам Хань Ли смог опознать в нем никого иного, как Ши Чуанькуна. Хань Ли был в восторге от его появления и уже собирался связаться с Ши Чуанькуном по голосовой связи, когда заметил, что Чэнь Ян качает головой, предупреждая его, чтобы он не делал поспешных шагов. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился и перевел взгляд на Ши Чуанькуна. Тот стоял с совершенно бесстрастным выражением лица и смотрел прямо перед собой, не отводя взгляда, что явно указывало на то, что он не в себе. Гоу Цинсюнь быстро заметила выражение его лица и спросила, что случилось. «Ничего страшного, я просто вдруг вспомнил о своем старом знакомом», — ответил Хань Ли с улыбкой, после чего его лицо приняло обычное выражение. Услышав это, Гоу Цинсюнь скептически посмотрела на Ши Чуанькуна, но не заметила ничего подозрительного. Поднявшись на возвышение перед площадью, Экуай обвел взглядом всех присутствующих и заявил: «Я уверен, что все вы уже в курсе появления Великих Руин. Именно поэтому собрание боевых искусств 5 городов было отменено, и мы решили объединиться с марионеточным городом, чтобы вместе отправиться в эти руины. Тот факт, что вы все сегодня здесь, означает, что вы тоже согласились принять участие». Услышав это, все выразили самые разные эмоции, от восторга до беспокойства. Хань Ли спросил по голосовой связи, что это за великие руины, брат Даосгоу. Глава 918. Сомнения.
Гао Цинсюнь явно была очень удивлена этим вопросом и ответила с помощью голосовой передачи. «Вы не знаете о Великих Руинах, брат Даосли?» Великие Руины — это самая необычная территория в пространственной области Скальптия, и говорят, что там спрятано огромное количество сокровищ. Я слышала, что глубокий город и марионеточный город уже много лет ищут их, и, похоже, они наконец-то их нашли. В этот самый момент Экуай обвел взглядом всех присутствующих и заявил: «Это будет долгое и опасное путешествие, так что, если кто-то все еще сомневается, идти ему или нет, это ваш последний шанс отказаться. Как только вы покинете город, отказ от своего поста будет расцениваться как дезертирство». Ни один из 16 культиваторов из 4 городов не выразил желания отказаться от участия. Хорошо. Похоже, у всех вас достаточно силы духа, чтобы получить значительные награды в этом путешествии. Несмотря на то, что в данном случае мы временно сотрудничаем с городом Марионетки, не теряйте бдительности. Я надеюсь, что вы будете работать сообща, чтобы мы все вместе получили как можно больше пользы от этого путешествия. Продолжил Экуай. Все хором ответили утвердительно, и примерно через 2 часа главные городские ворота медленно распахнулись. Из города вышла процессия из дюжины гигантских чешуйчатых существ. Чешуйчатый зверь, стоявший в первых рядах, напоминал гигантского крокодила высотой более 1000 футов с черным каменным дворцом на спине. Дворец был испещрен искусными гравюрами и звездными костями, что делало его поистине потрясающим зрелищем. За зверем, похожим на крокодила, стояло около дюжины массивных черных чешуйчатых слонов, у каждого из которых на спине тоже был дворец из черного камня. Однако эти дворцы были гораздо проще по конструкции и не могли сравниться с роскошью дворца Экуая. Один из каменных дворцов занимали Чэнь Ян и Дао Се, а другой делили между собой Хань Ли, Гоу Цинсюнь и Сюань Юаньсин. Каменный дворец был довольно большим, и даже с учетом того, что у каждого из них была своя комната, свободных помещений оставалось достаточно. После того, как процессия чешуйчатых зверей вышла из города, Хань Ли не сразу вошел в каменный дворец, чтобы отдохнуть. Вместо этого он встал на спину черного чешуйчатого слона и устремил взгляд вдаль. Однако из-за огромного хребта мириад глубин он не мог видеть далеко. Примерно через 15 минут вереница чешуйчатых тварей миновала перевал в долине, и перед всеми открылось бескрайнее пространство. С высоты Хань Ли заметил около дюжины черных чешуйчатых слонов, отдыхающих на холме в другой части горного хребта. Все они были облачены в доспехи, в грудь им были вделаны звездчатые кости, а их бивни были заменены острыми копьями. Они казались совершенно мертвыми и лишенными жизненной силы. Это все куклы. В этот самый момент в воздухе над ними внезапно появилась фигура, которая затем зависла в воздухе прямо перед всеми. Хань Ли поднял голову и увидел красивого молодого человека в черных доспехах с парой коротких костяных алебард за спиной. В данный момент он парил в воздухе на высоте более 1000 футов. Поскольку духовная и дьявольская ци были полностью недоступны в пространственной области Скальптия, для большинства людей полет был физически невозможен, поэтому тот факт, что этот человек мог парить в воздухе, сразу привлек всеобщее внимание. Многие культиваторы глубинного города вышли из своих каменных дворцов, но ни один из городских лордов не появился. Жу Цзэцин стояла рядом с братом и с восхищением смотрела на молодого человека, бормоча: «Он такой красивый». Ерунда. Он враг нашего глубинного города, выругался Джу Цзюань и легонько стукнул ее по голове. «Хорошо, я поняла», — ответила Джу Цзэцин с серьезным выражением лица. Хань Ли смотрел на красивого молодого человека вместе со всеми остальными, и почему-то этот молодой человек показался ему немного странным. Он поднял взгляд к облакам в небе и только тогда заметил, что облака, нависшие прямо над молодым человеком, были немного темнее, чем те, что были вокруг. Братья даосы из глубокого города, госпожа Шасинь прислала меня с предложением. Чтобы избежать ненужных недоразумений и конфликтов, госпожа Шасинь предлагает, чтобы наши группы держались на некотором расстоянии друг от друга. Заявил молодой человек. У него был гендерно-нейтральный голос, очень приятный и манящий. Культиваторы глубинного города на мгновение замолчали, после чего Джу Цзюань, казалось, внезапно получил указание и ответил: мастер Экуай согласился на это предложение. Взгляд молодого человека упал на Джу Цзюаня, и он, на прощание подняв кулак, развернулся, чтобы уйти. В этот момент Хань Ли заметил черную тень, которая двигалась вместе с ним в глубине облаков. Когда он спустился к лагерю марионеточного города, стало ясно, что над его головой парит гигантская чешуйчатая птица. Как и черные чешуйчатые слоны, эта птица явно была давно мертва. Казалось, что это марионетка, которой управляет молодой человек, и он смог взлететь, только прикрепившись к птице марионетки едва заметными нитями. Вскоре после этого из лагеря марионеточного города донесся звук горна, и марионетки-чудовища на холме одна за другой поднялись на ноги и отправились в путь. Как только лагерь города марионеток оказался в нескольких тысячах футов от них, лагерь города глубин тоже начал двигаться.
Пейзаж был совершенно бесплодным и заброшенным, и Хань Ли быстро заскучал от однообразия, поэтому он вернулся в свою комнату, чтобы заняться самосовершенствованием. В ту ночь Хань Ли очнулся от медитации и вышел из каменного дворца. Он спрыгнул со спины черного чешуйчатого слона и приземлился на другого черного чешуйчатого слона, а затем направился к каменному дворцу на спине последнего. Не успел он объявить о своем прибытии, как из дворца донесся голос Чэнь Яна. «Я ждал тебя, собрат Даосли». Услышав это, Хань Ли направился прямиком в каменный дворец. Когда Хань Ли вошел во дворец, его встретил Дао Се, стоявший у входа. Он проводил Хань Ли в комнату во дворце, не пытаясь с ним заговорить. Хань Ли уже привык к этому. Когда он вошел в комнату, Чэнь Ян пригласил его сесть. «Брат Даос Чэнь». Начал Хань Ли, но Чэнь Ян поднял руку, чтобы прервать его. «Боюсь, что Даос Шикун уже не тот, каким ты его знал». Вздохнул Чэнь Ян. «Что с ним случилось?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. Ду Циньян очень скрытно отправил собрата Даоса Шикуна в глубокий город, поэтому я понятия не имею, что с ним случилось. Я впервые вижу собрата Даоса Шикуна в глубоком городе, и мне кажется, что он марионетка. Неуверенно ответил Чэнь Ян. Услышав это, Хань Ли еще сильнее нахмурился. Однако он все же чем-то отличается от марионетки, но я не могу понять, в чем именно. В любом случае, приближаться к нему в такое время не лучшая идея. Добавил Чэнь Ян. Внешне Хань Ли казался вполне спокойным, но внутри он был в полном замешательстве. Прежде чем они вошли в пространственную область Скальптия, Ши Пакун дал каждому из них нефритовый кулон, который позволял покинуть пространственную область Скальптия. Несмотря на все опасности, с которыми он столкнулся, Хань Ли до сих пор не воспользовался своим нефритовым кулоном, потому что не хотел уходить, не найдя сначала фиолетовый дух. Но что происходило с Ши Чуанькуном? Если он оказался в такой отчаянной ситуации, что его собирались превратить в марионетку, то почему он не воспользовался нефритовым кулоном? Хань Ли не верил, что человек с силой Ши Чуанькуна не мог использовать нефритовый кулон все это время. Немного поразмыслив, Хань Ли сказал: «Мне придется положиться на тебя в том, что касается сбора дополнительной информации о даосском брате Ши. Будьте уверены, я буду внимательно следить за ситуацией и сообщать вам любую информацию, которая мне станет известна», — пообещал Чэнь Ян. «Примите мою благодарность, собрат Даос Чэнь», — сказал Хань Ли, сложив кулак в знак признательности. «Не нужно меня благодарить. Впереди нас ждет долгое путешествие, и никто не знает, что ждет нас в великих руинах, так что не забывай отдыхать по дороге, брат Ли», — сказал Чэнь Ян. Они еще немного поболтали, прежде чем Хань Ли ушел. Вернувшись в свою комнату, он некоторое время размышлял над полученной информацией, а затем закрыл глаза, чтобы практиковать небесное зловещее искусство чистилища. Месяц пролетел незаметно. В этот день две процессии чешуйчатых тварей проходили через узкую долину на расстоянии примерно 10 тысяч футов друг от друга. Передовая группа еще не вышла из долины, а арьергард только вошел в нее, когда с небес с оглушительным ревом спикировал огромный двуглавый чешуйчатый сокол. Расправив крылья, он отбрасывал огромную черную тень, которая накрывала практически всю долину. Когда он взмахивал крыльями, два мощных потока воздуха силой обрушивались на склоны гор по обеим сторонам долины. Склоны горы резко обрушились, подняв в воздух огромное облако пыли. Все чешуйчатые звери глубинного города тут же в панике начали отступать из долины, в то время как марионетки из чешуйчатых зверей продолжали идти вперед без остановки. Хань Ли занимался самосовершенствованием в своей комнате, когда почувствовал, что снаружи что-то происходит. Он вылетел наружу как раз вовремя, чтобы увидеть, как впереди обрушивается лавина из гигантских камней, быстро перекрывая всю долину. В то же время обзор впереди был полностью закрыт поднявшимся в воздух плотным облаком пыли. Все культиваторы глубинного города поспешили наружу, чтобы посмотреть, что происходит, и вдруг в долине впереди вспыхнула мощная звездная сила, образовав волну сияющего белого света, которая взметнулась в воздух. Раздался оглушительный грохот, когда камни, песок и земля взметнулись в воздух, словно при извержении вулкана, а затем посыпались во все стороны. Из долины вырвалась мощная ударная волна, которая расчистила завал. Глава 919. Рискнуть и потерпеть неудачу. Когда пыль улеглась, Хань Ли заметил марионетку в виде черного чешуйчатого слона, которая задрала голову к небу. Он был погребен под камнями, обрушившимися с обвалившихся склонов горы, но ему удалось выбраться наружу с помощью грубой силы. Хань Ли не мог не восхищаться тем, насколько могущественным был оцепеневший черный чешуйчатый слон.
Похоже, что, хотя культиваторы из города марионеток не могли сравниться со своими коллегами из города глубин в том, что касалось телесного совершенствования, они были чрезвычайно искусны в марионеточном деле, и именно это позволило им закрепиться в пространственной области Скальптия. Все культиваторы глубинного города отреагировали на это. Городские лорды оставались спокойными и собранными, в то время как все остальные были либо ошеломлены увиденным, либо заявляли, что культиваторы из города марионеток сделали это нарочно. Внезапно крыша каменного дворца на спине другой марионетки черного чешуйчатого слона впереди распахнулась, и с оглушительным грохотом вылетело копье толщиной с руку взрослого человека. К этому моменту двуглавый чешуйчатый сокол уже улетел далеко, но копье молниеносно настигло его и вонзилось в брюхо. Двуглавый сокол вскрикнул от боли, но смог удержаться в воздухе и продолжил улетать вдаль. Однако он пролетел всего 10 тысяч футов, как внезапно взорвался, испустив луч белого света. Очевидно, что копье, вонзившееся в его тело, было оснащено звездными костями взрывного чешуйчатого зверя. После этой короткой паузы лагерь марионеточного города продолжил движение, как и лагерь глубокого города. Полгода спустя. Порывы сильного ветра завывали над каменистой черной пустыней, и, хотя был полдень, из-за кружащегося в небе песка казалось, что вокруг так же темно, как ночью. Земля непрерывно дрожала, бесчисленные крупные камни разлетались во все стороны под порывами свирепого ветра. В этот момент две группы чешуйчатых зверей сбились в два круга на расстоянии 1000 футов друг от друга и повернули головы внутрь, чтобы защититься от непогоды. Внезапно крышу каменного дворца на спине одного из чешуйчатых зверей сорвало ветром и унесло прочь, как воздушного змея. Сразу после этого высокая и внушительная фигура взмыла в небо, вылетев из каменного дворца навстречу свирепой песчаной буре. На его ногах светились глубокие акупунктурные точки, которые позволяли ему парить в воздухе и мчаться к каменной крыше. Не прошло и 20 секунд, как фигура вернулась с черной каменной крышей, которую она держала над головой обеими руками. Она вернула крышу на прежнее место на каменном дворце. Этой фигурой был никто иной, как Ханли. Восстановив крышу, он с кривой улыбкой на лице обвел взглядом комнату. Несмотря на то, что крыша отсутствовала меньше 20 секунд, под ногами уже скопился толстый слой песка, а каменный стол в центре комнаты был разбит вдребезги упавшим камнем. Эта черная песчаная буря бушует уже больше 2 месяцев. Когда же она закончится? Ханли обреченно вздохнул, смахнул рукавом песок с каменной кровати и сел на нее. Поначалу, столкнувшись с нападениями чешуйчатых тварей, две группы из 2 городов пытались соперничать друг с другом, и ни одна из сторон не хотела уступать другой. Но по мере продвижения условия становились все более суровыми, и у обеих групп не осталось иного выбора, кроме как забыть о разногласиях и работать сообща. Прошло еще несколько лет. На бескрайней равнине раздался звук горна, и отряд из города марионеток, шедший впереди, внезапно остановился. Лагерь глубокого города отставал от них более чем на 1000 футов, и они тоже остановились. Внутри каменного дворца на спине одного из черных чешуйчатых слонов за каменным столом сидели Хань Ли, Гоу Цинсюнь и Сюань Юаньсин. «Мы снова остановились», — заметила Гоу Цинсюнь, слегка нахмурив брови. «Должно быть, это очередная атака. Чем глубже мы проникаем в пространственную область Скальптия, тем сильнее пространственное давление и тем мощнее чешуйчатые звери, с которыми мы сталкиваемся, поэтому мы продвигаемся все медленнее и медленнее». Вздохнул Сюань Юаньсин. «Я думал, что смогу совершенствоваться в уединении на протяжении всего путешествия, но нас постоянно отвлекают нападения чешуйчатых тварей. Единственный плюс в том, что мы забираем ядра чешуйчатых тварей, которых убиваем», — сказал Хань Ли с кривой улыбкой. «Посмотрим, с чем мы имеем дело на этот раз», — вздохнула Гоу Цинсюнь, поднимаясь на ноги. Все трое вместе вышли из каменного дворца и обнаружили, что ситуация снаружи не совсем такая, как они ожидали. На улице было очень тихо и спокойно, никакой опасности не предвиделось. Хань Ли запрыгнул на крышу каменного дворца и вгляделся вдаль. Он ясно видел искажение пространства в десятках километров от себя. Бесчисленные хаотичные пространственные разломы сеяли там хаос, словно буря, разрывая пространство на части. Прямо под плотным скоплением пространственных разломов простиралась бездонная пропасть, насколько хватало глаз в обе стороны, и из нее поднимались клубы черного тумана. Через равные промежутки времени были видны гигантские черные вихри, которые поднимали черный туман, делая его похожим на демонические глаза, смотрящие в бездну. «Что это?» — пробормотала Гоу Цинсюнь, подойдя к Ханли. «Я не знаю, но чувствую, что пространственная энергия в той области чрезвычайно сильна. Даже отсюда я ощущаю слабую разрывающую силу в воздухе. Надеюсь, это не там, где находятся великие руины», — ответил Хань Ли. В этот момент к ним подлетел Чэнь Ян вместе с Даосом Се, и все трое почтительно сложили кулаки в знак приветствия. «Не нужна формальность.
сказал Чэнь Ян с улыбкой, небрежно махнув рукой. Я пришел сюда, чтобы сообщить вам, что великие руины находятся по другую сторону той пропасти впереди. Увидев это, Сюань Юаньсин и Гоу Цинсюнь оба повернулись и посмотрели на Хань Ли. Казалось, он воплотил в жизнь их самый страшный кошмар. «Есть ли у нас способ пересечь пропасть?» — спросил Хань Ли. «Я не уверен, но городской лорд Экуай уже отправился на встречу с Шасинь, и я предполагаю, что они вместе разработают план», — ответил Чэнь Ян. «Интересно, возможно ли вообще пересечь эту опасную бездну?» — обеспокоенно произнес Сюань Юаньсин. «Я слышал от городского лорда И, что эта черная бездонная буря сейчас слабее, чем когда-либо за последний миллион лет. Еще 100 лет назад пространственные разломы охватывали территорию в несколько сотен километров, так что мы бы даже близко не подобрались». Вздохнул Чэнь Ян. «В таком случае, почему бы нам не подождать еще немного? Возможно, еще через столетие буря перестанет быть проблемой», — сказала Гоу Цинсюнь. Глубокий город и марионеточный город уже много лет следят за этим местом и оба боятся, что другая страна доберется до великих руин раньше них. Главной целью этого выпуска 5 городских боевых состязаний был отбор участников для входа в великие руины, но когда марионеточный город обратился к нам с предложением о сотрудничестве, у городского лорда и не осталось выбора, кроме как начать свой план немного раньше, чем ожидалось. Объяснил Чэнь Ян. Похоже, что марионеточный город предложил сотрудничество только из-за необходимости. Я сомневаюсь, что какой-либо из этих двух городов обладает достаточной силой, чтобы самостоятельно преодолеть эту пропасть. Размышляла Гоу Цинсюнь. Я не думаю, что причина только в этом. Скорее всего, марионеточный город опасался, что, если они попытаются самостоятельно проникнуть в великие руины, глубокий город воспользуется возможностью и нападет, пока все их самые могущественные культиваторы будут в отъезде. Сказал Хань Ли. Звучит как очень проницательная оценка, брат Даосли. Сказал Чэнь Ян с улыбкой. В этот самый момент из лагеря марионеточного города внезапно поднялась фигура, взмывшая на высоту более 1000 футов, а затем спустившаяся к лагерю глубокого города. Это был никто иной, как Экуай. При спуске он надавил ладонью на воздух внизу, и скорость его падения мгновенно снизилась, что позволило ему приземлиться на голову гигантского чешуйчатого зверя, похожего на крокодила, легко, как перышко. Всем двигаться в северо-восточном направлении вдоль бездны. По пути следите за пространственными разломами. Приказал Экуай не очень громким, но отчетливо прозвучавшим в сердцах всех присутствующих голосом. Похоже, мы отправляемся в путь. Заметил Чэнь Ян, прежде чем уйти вместе с Даосом Се. Оба отряда продолжили путь. Пока все путешественники плыли по бездне, они обнаружили, что ее ширина не одинакова. Некоторые участки были явно шире других, и пространственные разломы над этими участками также занимали большую площадь. Время от времени можно было заметить каких-нибудь чешуйчатых тварей, которые забредали в зону действия пространственных разломов, где их тут же подхватывало и разрывало на части, обрекая на ужасную смерть. Были также летающие чешуйчатые существа, которые думали, что будут в безопасности, пока летят над бездной, но их засасывало в пространственные разломы внизу из-за огромной всасывающей силы гигантских вихрей в бездне. Хань Ли лично видел, как четырехкрылый чешуйчатый орел вынырнул из облаков на высоте более 3000 метров, пытаясь перелететь через пропасть, но рухнул с неба, как мертвый груз, и разбился об один из черных вихрей. Глава 920. Сотрудничество. 1,5 года пролетели как один миг. В этот день лучи заходящего солнца падали на землю, окутывая всю равнину тусклым желтым сиянием. Две группы чешуйчатых зверей все еще двигались на некотором расстоянии друг от друга в сторону гигантского горного хребта, который постепенно становился все ближе. Хань Ли сидел на крыше черного дворца, стоящего на одном из чешуйчатых зверей, и смотрел вдаль. Половина горного хребта на горизонте купалась в лучах заходящего солнца, окрасившись в розовато-золотистый цвет, в то время как другая половина была совершенно темной и имела странный синий оттенок. Некоторое время Хань Ли наблюдал за горным хребтом, и его брови слегка нахмурились. Он чувствовал странные энергетические колебания, исходившие от горного хребта, и по мере того, как они приближались, эти колебания становились все более заметными, а местность начала окутывать ледяная аура. Казалось, что до горного хребта осталось совсем немного, но только на 8-й день пути они наконец добрались до его подножия. На этот раз лагерь города Марионетки остановился у подножия горного хребта, чтобы дождаться, пока лагерь глубокого города их догонит. Хань Ли и Гоу Цинсюн стояли рядом на спинах своих черных чешуйчатых слонов и смотрели на горный хребет издалека. Они видели, что черная бездна простирается до самого сюда и, кажется, охватывает весь горный хребет. Одна половина горного хребта была кристально-голубой, а другая — ярко-красной, и каждая из них излучала свою особую ауру.
Это очень странное место. Не знаю, как вам двоим, но даже с моим телосложением здесь очень холодно. Сказала Гоу Цинсюнь, потирая руки, чтобы согреться. Эта половина горного хребта холодна, как лед, и излучает ледяную ауру, в то время как другая половина обжигает, как огонь. Это поистине чудесное зрелище. Заметил Сюань Юаньсин. Хань Ли хранил молчание, нахмурив брови. В этот самый момент одновременно прозвучали звуки горна и гонга, и все трое переглянулись, прежде чем спуститься со своего черного чешуйчатого слона. Вскоре прибыли и все остальные, а культиваторы из города марионеток собрались примерно в 20 метрах от них. Хань Ли бросил взгляд в сторону лагеря города марионеток и увидел, что их возглавляет красивый молодой человек, управляющий марионеткой в виде чешуйчатой птицы. Слева от него стоял великан ростом более 6 метров. Половина его головы была лысой, а на макушке была заплетена коса, которая указывала прямо в небо, придавая ему довольно комичный вид. Однако гораздо менее комичными были толстые мускулы по всему его телу и набухшие вены под кожей. Справа от красивого молодого человека стоял миниатюрный мужчина ростом меньше 120 сантиметров. Он был так же красив, как и молодой человек, и был облачен в доспехи из белой кости. Несмотря на свой маленький рост, он производил впечатление уверенного в себе и властного человека. За этими тремя людьми стояла дюжина или около того человек, в основном женщины с соблазнительными формами. Все они были одеты одинаково, в тонкие черные мантии со светлыми вуалями, закрывающими лица. Взгляд Хань Ли скользнул по ним и остановился на 3 людях в самом дальнем углу лагеря марионетки. Эти трое тоже были одеты в такие же черные мантии, но почему-то сильно отличались от своих спутников. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собрался присмотреться повнимательнее, с неба спустились 2 фигуры и приземлились перед 2 лагерями. Одним из них был никто иной, как Экуай, а сопровождала его невероятно элегантная женщина, от которой соблазном веяло каждой клеточкой ее тела. Даже Гоу Цинсюнь на мгновение поддалась ее очарованию. Она не использует никаких соблазнительных или иллюзорных способностей, но в ней чувствуется природное очарование. Хань Ли подумал про себя, и перед его мысленным взором возник образ фиолетовой духовной феи. Однако эта женщина не была фиолетовым духовной феей. Это была повелительница города марионетки Шасинь. Все великие руины, которые мы так долго искали, находятся по ту сторону черной бездны, а путь через бездну лежит через этот горный хребет из огня и льда. Я знаю, что в прошлом между нашими городами было много конфликтов, и что у многих из вас близкие погибли от рук культиваторов из другого города. Заявила Шасинь. Услышав это, культиваторы из 2 городов переглянулись, и в их глазах читались явное негодование и враждебность. Вражду между нашими городами невозможно подавить, да и не нужно этого делать. Продолжила Шасинь. Услышав это, оба лагеря пришли в неистовство, и многие из них потянулись за оружием с яростным намерением убивать. «Подождите минутку, все», — сказал Экуай с теплой улыбкой, и все прекратили свои занятия, но настороженность в их глазах нисколько не уменьшилась. «Как бы сильно вы ни обижались друг на друга, я надеюсь, что вы сможете забыть о своих разногласиях, пока мы будем пересекать этот горный хребет», — продолжила Шасинь. «Биполярный экстремальный горный хребет гораздо опаснее, чем вы можете себе представить, поэтому мы все должны объединиться и действовать осторожно. Как только что сказал городской лорд Шасинь, мы должны отложить в сторону наши личные разногласия и работать сообща», — сказал Экуай. После недолгого молчания все неохотно согласились с этим предложением. Отсюда мы отправимся в биполярный экстремальный горный хребет. Чтобы избежать каких-либо неприятностей, мы будем заходить в горный хребет по очереди», — сказала Шасинь. Все хором ответили утвердительно и вернулись к своим чешуйчатым скакунам, чтобы продолжить путь. К тому времени, как Хань Ли обернулся, чтобы посмотреть на 3 фигуры, стоявшие позади лагеря города марионеток, их уже нигде не было видно. Чешуйчатые звери Экуая и Шасиня первыми вошли в горный массив, за ними последовала чешуйчатая марионетка из города марионеток, а затем чешуйчатый зверь из города глубин. Все чешуйчатые звери и марионетки один за другим входили в горный массив, и, когда они добрались до долины впереди, их сразу же встретил вой ветра, похожий на женские рыдания. Несмотря на то, что вокруг не было ни льда, ни снега, вся долина была наполнена очень неприятной ледниковой аурой. Хань Ли слегка нахмурил брови, на мгновение окинув взглядом открывшийся перед ним пейзаж, а затем вернулся в свою комнату, чтобы продолжить совершенствоваться. По мере того, как чешуйчатые звери углублялись в горный массив, окружающие их кристально-голубые скалы становились все темнее, а ледяная аура в воздухе все более ощутимой. Поначалу Хань Ли мог сосредоточиться на самосовершенствовании, не отвлекаясь ни на что, но в последние несколько дней даже он иногда выныривал из состояния медитации из-за пронизывающего холода в воздухе, что мешало ему продолжать совершенствоваться. Однажды ночью, когда его снова разбудили во время медитации, он встал и вышел из каменного дворца.
Была очень поздняя ночь, и скалы в долине отражали холодный свет луны и звезд. В результате дорога впереди была ярко освещена, но становилось все холоднее и холоднее. Пока Хань Ли смотрел на луну, Гоу Цинцюнь тоже вышла из каменного дворца. Он повернулся к ней и увидел, что она переоделась в новую одежду, а на плечи ей накинули толстую шкуру какого-то зверя. Шкура была ей немного велика, и это придавало ей очаровательный детский вид. Гоу Цинцюнь была озадачена взглядом Хань Ли и спросила: «На что ты смотришь, брат Даосли?» «Где ты взяла это пальто?» — немного смущенно спросил Хань Ли. «Недавно на нас напала стая демонических зверей, у которых вместо чешуи был мех. Я убила нескольких из них и содрала шкуру с одного, чтобы сшить это пальто. Это произошло всего 2 дня назад, как ты мог об этом не знать?» — спросила Гоу Цинцюнь. «Я слышал шум, но в тот момент я был на важном этапе своего совершенствования, поэтому не вышел, чтобы разобраться, в чем дело», — объяснил Хань Ли. В тот момент он был на грани открытия глубокой акупунктурной точки, поэтому решил остаться в своей комнате, хотя и слышал, что происходит нападение. «Понятно. Твоя сила духа поистине удивительна, собрат Даосли. При таких низких температурах у некоторых наших собратьев-даосов кожа уже трескается, поэтому они не осмеливаются долго сидеть на одном месте, а ты все еще можешь заниматься самосовершенствованием. Это действительно впечатляет», — похвалила Гоу Цинцюнь. «Вы слишком добры, собрат Даос Гоу. Кстати, насколько сильными были демонические звери, напавшие на нас 2 дня назад?» — спросил Хань Ли. «Они очень сильны, намного сильнее тех, с кем мы сталкивались до этого. Даже самые слабые из них были демоническими зверями уровня С, и их было очень много. Одного из культиваторов нашего глубинного города в момент самоуверенности стащили со спины его черного чешуйчатого слона, и его быстро расчленили и сожрали», — ответила Гоу Цинцюнь. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился. «Вот почему мы все были особенно бдительны на случай, если эти демонические звери нападут снова», — продолжила Гоу Цинцюнь. Хань Ли посмотрел вдаль и увидел, что впереди появился крутой склон, ведущий к высокому горному хребту. Похоже, что местность впереди становится все более труднопроходимой. Вздохнул Хань Ли. «Какой бы труднопроходимой ни была местность, мы должны идти дальше. Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Никто не захочет повернуть назад так близко к великим руинам», — сказала Гоу Цинцюнь. «Надеюсь, это не просто руины, в которых ничего нет», — усмехнулся Хань Ли. «Не говори так», — недовольно воскликнула Гоу Цинцюнь и вернулась в каменный дворец. После ее ухода улыбка Хань Ли померкла, и он устремил взгляд вдаль с задумчивым выражением лица. Друзья, эти главы — пороховая бочка. Вековая ненависть между глубинным городом и городом марионеток внезапно сменилась ледяным расчетом. Ради сокровищ великих руин, ставших доступными впервые за 1 000 000 лет, лидеры заключили союз, продиктованный не любовью, а животным страхом. Переход через экстремальный горный хребет, где огонь встречается со льдом, стал наглядным уроком выживания через паразитический симбиоз, в котором марионетки служат щитом, а люди — мечом. Однако для Хань Ли этот поход лишился остатков ложного благородства, когда он обнаружил своего друга Ши Чуанькуна превращенным в безвольную куклу в костяной броне. Теперь, когда общая природная угроза отступает, хрупкий пакт начинает трещать по швам, и настоящая битва развернется не с древними монстрами, а с теми, кто только что прикрывал тебе спину. Готовлю продолжение.